3 месяца назад, 6 августа, произошло вторжение ВСУ в Курскую область. Война там маневренная, линия фронта подвижна, атаки сменяются контратаками, а населенные пункты переходят из рук в руки. И в этой динамично меняющейся обстановке недавно возник новый фактор – погода. В ноябре столбик термометра стал показывать отрицательные значения, особенно по ночам. А это огромная проблема для тех жителей Курской области, кто в результате боевых действий оказался без жилья. 10 ноября беженцы из оккупированной Суджи вышли митинговать на Красную площадь, так называется центральная площадь Курска, где расположено здание областной администрации. Представитель этой самой администрации Анатолий Дроган назвал протестующих нарушителями закона, потребовал от собравшихся сдать зачинщиков и освободить площадь. Но те отказались. Издание «Верстка» приводит слова одной из участниц митинга. «Нам все равно, где замерзать. Какая разница? Мы все равно не дома». Митинг суджан 10 ноября не первая акция протеста на Красной площади Курска. Перед этим 6 ноября в центре города собрались несколько десятков беженцев из Большесолдатского района Курской области. Там в некоторых населенных пунктах сгорели целые улицы, однако, по словам погорельцев, власти отказываются признавать Большесолдатский район зоной боевых действий. Поэтому беженцам оттуда не дают даже койко-мест в пунктах временного размещения. Что представляют собой эти пункты – отдельный разговор. Может быть, койка как в спортзале, так и в палатке. Однако оставшаяся без жилища семья не может рассчитывать даже на такую помощь, ведь по официальной версии в их селе никакой войны не было. Вернее, не было контртеррористической операции. Войны-то официально там нет нигде. Для уехавших из Большесолдатского района единственная возможность не остаться на улице – это снять квартиру за свой счет. Но из-за наплыва вынужденных переселенцев цены сильно выросли. Да и многие арендодатели не готовы сдавать жилье многодетным семьям, даже если у тех есть деньги. 6 ноября люди вышли на Красную площадь Курска с фотографиями сгоревших и разрушенных домов, чтобы показать снимки администрации Курской области и доказать, что они действительно стали бездомными. Но в тот день к беженцам никто не вышел. Из 36 домов у нас осталось буквально 8 или 6 домов. 6 уже. Все дома разбиты, фотографии, все есть абсолютно. Это все, что мы наживали. Мы пришли сюда не потому, что нам нечего делать, отпрашивались с работы. Мы пришли просто, чтобы вообще посмотреть, услышат нас, не услышат. На нас, как всегда, наплевали, никто не пришел. Сейчас пойдем стучать в закрытые двери. Справедливости ради скажем, что днем позже, 7 ноября, инициативную группу жителей Большесолдатского района власти все-таки приняли в Курском доме журналиста. Глава района признал, на подотчетной ему территории 191 домовладение уничтожено полностью, хотя заявлений об утрате жилья было подано в 2,5 раза больше – 472. Это может показаться малоинтересными деталями, но именно в них кроется дьявол. У путинской бюрократии есть отдельная установка – отыскать любой формальный повод, чтобы не дать людям денег. Например, в ковидные времена чиновники высчитывали, сколько минут врач провел в красной зоне, чтобы не выплачивать ему обещанных премий. И прямо сейчас в Оренбургской области, где полгода назад было большое наводнение, местные единороссы находят любые возможности не платить компенсации пострадавшим. Так что на самом деле это очень опасная формулировка. Мол, разрушено 472 дома, а полностью разрушен только 191. Интересно вот, если от здания остались стены, оно полностью разрушено или нет? Будут ли помогать владельцу этих стен? Впрочем, в Большесолдатском районе Курской области, похоже, пока не помогают вообще никому. Людей после митинга выслушали, но не более того. Глава района Владимир Зайцев пишет: «Уверяю вас, как только позволит обстановка, будет выработана конкретная методика действий муниципальных и областных властей, начнется процесс восстановления наших территорий. А сейчас желаю вам крепкого здоровья, скорейшего наступления мира». Скорейшего наступления мира он желает. Благополучия, сил и терпения. И хорошего настроения, надо было еще только сказать. Большесолдатский район далеко не один столкнулся с проблемой. В реальной жизни много населенных пунктов сметено войной, но по документам там продолжается мирная жизнь. Та же беда у жителей Глушковского района, собравших более 500 подписей под письменным обращением к Путину.
Есть и видеообращение к президенту. В ноябре этого года десятки роликов записали люди, которые бежали из Кореневского района. Конкретно на этой записи беженцы из села Ольговка. Видео совсем свежее, опубликовано 11 ноября. Мы лишились всего. Дома, земли, машин, хозяйства, которое не смогли вывести. Теперь нам всем приходится жить на съемном жилье, кто ПВР. Цены за аренду жилья очень высокие, потому что жить в них постоянно мы не сможем. Нам просто не хватит финансов. И квартиры сдают не всем. Во многих объявлениях пишут без детей и животных. А куда мы должны их деть? Приют сдать? Сейчас объявили о выплатах за съем жилья. Но, как оказалось, они положены не всем. Мы уже сказали, задача чиновников сейчас отсеять как можно больше претендентов на компенсации. На условиях анонимности одна из жительниц Ольговки сообщила телеграм-каналу агентства. Власти объявляют о выплатах в 10, 15 или даже 150 тысяч рублей. Но потом устанавливают такие критерии, чтобы их почти никто не получил. 10 ноября, через 4 дня после митинга беженцев из Большесолдатского района, туда же, на Красную площадь Курска, вышли около 120 жителей Суджи и ее окрестностей. Вместе с ними вышел актер Александр Половцев, тот самый, который играл в «Улицах разбитых фонарей» и известен по фразе «Андрюха, у нас труп, возможно, криминал». Казалось бы, никто, находясь в сознании, не скажет, что Суджанский район не является зоной боевых действий. Ладно, другие районы, но там, на минуточку, работает украинская военная комендатура. Солдаты ВСУ вовсю публикуют фотографии на фоне местной пятерочки. Однако министр строительства Курской области Александр Афонин в официальном письме еще от 8 октября написал следующее. Эвакуация, мол, затронула 150 тысяч граждан. И если каждому выдать по жилищному сертификату, то может произойти, цитирую, значительный отток трудового населения с территории Курской области. Это касается и жителей Суджанского района. Их министр упомянул отдельно. Дело в том, что по такому сертификату можно приобрести жилье в любом регионе России. Вот Афонин и боится, что беженцы переедут в другие субъекты Российской Федерации. Поэтому он предлагает сначала дождаться освобождения всех территорий и только потом собирать комиссии оценщиков и разбираться, у кого жилье разрушено полностью, а у кого не полностью. Ну а пока люди подождут. Мы тут поинтересовались, что это вообще за жилищные сертификаты такие, и обнаружили в положении о них очень интересный пункт. На компенсацию за утраченное жилье может претендовать только тот, кто оформил право собственности не позднее 24 февраля 2022 года. То есть, если вы купили дом или квартиру в Курской области весной или летом 22-го, когда спецоперация шла строго по плану, а людей наказывали за слово «война» и даже за слово «фронт», то никакого возмещения потери вам не полагается. С самого начала вы обязаны были предвидеть, что через 2,5 года 3-дневный поход на Киев обернется оккупацией вашего села. Предвидеть и не приобретать жилища в опасной зоне. А если не предвидели, то сами виноваты. Хотя те, кто предвидел и говорил, что так оно и будет, тоже виноваты, но уже по другому закону. Вернемся к митингу беженцев из Суджанского района 10 ноября. Он был анонсирован в группе ВКонтакте под названием «Суджа. Бесплатные объявления». Это маленький городской паблик, на который подписано 18 тысяч человек. 7 ноября там появился пост с предложением погулять по Красной площади Курска. Реакция властей была молниеносной. По требованию Роскомнадзора этот пост был заблокирован на территории России, хотя из-за рубежа до сих пор открывается и с VPN. Сейчас все последние посты в этой группе посвящены сбору денег на оплату штрафа Андрею Герасименко. Это беженец из села Гуево Суджанского района, которого спустя 2 дня после митинга суд признал виновным в организации незаконного массового мероприятия. Под одним из постов со сбором на штраф есть такой комментарий: «Из-за рубежа не присылайте, а то еще и на агента пришьют». Второй за неделю митинг в Курске все же переполошил власти, и штрафом дело не ограничилось. На ситуацию обратили внимание в Москве уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Прокуратура Курской области пригрозила губернатору Алексею Смирнову, который в свою очередь устроил разнос и вообще что-то вроде типа гражданской такой чиновничьей казни.
собрал в концертном зале несколько сотен беженцев из Суджи и пригорода и прямо на их глазах уволил главу Суджанского района Александра Богачева. Вот кто во всем виноват-то, а? Эту встречу посетил даже вице-премьер Марат Хуснуллин и министр транспорта Роман Старовойт. Последний до мая 2024 года сам был губернатором Курской области. Людям, которые оказались беженцами, вряд ли сильно поможет увольнение главы Суджанского района. Десятки тысяч людей болтаются в этих пунктах временного размещения или вообще не пойми где. Государство же делает все, чтобы как-то от них отбрехаться. Мне тут что остается? Хочу напомнить про мой проект «Разместим», с помощью которого мы с вами можем хоть как-то помочь этим людям. Это телеграм-канал, где человек, потерявший жилье или просто из опасных районов, которые регулярно обстреливаются, может выйти на людей, готовых предоставить жилье бесплатно. Надолго или хотя бы для какой-то короткой передышки, чтобы с семьей или с детьми, не знаю, в Питер или в Москву или еще куда-то, отдохнуть там от этого всего. Хотя бы так, или, если возможно, то и на дольше. Объявления на канале модерируются. Сперва человек пишет в чат-бот, операторы связываются с подавшим объявление, расспрашивают и инструктируют по технике безопасности. За все время работы проекта модераторы сделали 2321 звонок. Обработали 1102 объявления, 839 от хостов, тех, кто предлагает жилье, и 263 от жильцов, от людей, которые искали жилье. Нашли жилье как минимум 120 семьям. Это где-то 200-250 человек. И многие еще и напрямую связались. Если вы готовы предоставить жилье, не обязательно очень надолго, хотя бы, может быть, не очень надолго, чтобы такое, хотя бы люди отдохнули. Или если жилье вам нужно, то все необходимые ссылки есть под этим видео в описании. Также вы можете поддержать проект пожертвованием. Деньги идут на оплату работы модераторов и позволяют проекту функционировать и дальше. Можно жертвовать с любых карт. А регулярные пожертвования помогут планировать работу и помочь большому количеству людей. Ссылки я оставил в описании. Благодаря Z-телеграмму мы знаем о двух важных аспектах войны в Курской области. Во-первых, военблогеры вроде Подоляки, Сапанькова и Романова заламывают руки на тему неудачных контратак российской армии. Подоляка пишет про морских пехотинцев из 810-й бригады, которые оказались в полном окружении. Романов и Сапаньков публикуют кадры с украинских беспилотников. На видео морпехи гибнут вместе с бронетехникой. А во-вторых, военблогеры пишут о мародерстве в Курской области со стороны российских же военных. Мы уже говорили об этом феномене. Сейчас часть функций антивоенных и оппозиционных медиа взяли на себя Z-авторы. В данном случае они делают следующее. Если в каких-то СМИ от региональных телеканалов до федеральных медиа сообщается о разграблении населенного пункта, военблогеры уточняют, был ли этот населенный пункт под оккупацией ВСУ. Часто оказывается, что и близко не был. Сейчас, например, в центре внимания рабочий поселок Глушково. ТАСС пишет, что там некоторые дома разграблены до состояния голых стен, но военблогеры уточняют, украинцев в Глушково не было. Стоит сказать и о другой стороне боев в Курской области, о чем мало кто говорит. Это война россиян со своей же бюрократией. Родственники военнослужащих, погибших и покалеченных под Курском, включая родителей солдат-срочников, не могут получить компенсации. Потому что официально в регионе идет не специальная военная операция, а контртеррористическая операция. СВОшные выплаты тут не положены. Но хуже обстоят дела с безоружными людьми, которые просто жили на этой территории. По словам губернатора Курской области, на восстановление региона нужно более 700 миллиардов рублей. Это в 10 раз больше, чем запланированные доходы Курской области за весь 2024 год. Нет никаких сомнений, что перед властями стоит задача всей остальной стране рассказывать про выплаты и жилищные сертификаты для пострадавших соотечественников. А в самой области кидать всех, кого только можно кинуть, деньги тратить минимально. Уж слишком много нуждающихся в помощи. 150 тысяч только по официальным данным. Вот и идет отсев. Одни жили не в том районе, другие жилье купили уже после начала так называемой СВО, а оказывается не должны были. Есть и другая норма. Если у тебя в собственности было несколько домов, государство компенсирует только один. Хотя с какой стати? Это ж не владелец недвижимости задумал немного подемилитаризировать соседнюю страну.
А во втором доме у него, может, сын живет или дочь со своей семьей. Им куда деваться? Но даже если ты все-таки получил жилищный сертификат и вдруг приобрел по нему жилье чуть дешевле суммы сертификата, то разницу надо вернуть государству. Это что еще такое? Люди помимо крыши над головой потеряли имущество, мебель, бытовую технику. Им надо переезжать и искать новую работу. А у них, разницу забирают между суммой сертификата и стоимостью новой квартиры. Ну вообще уже. Не знаю, правда, случается ли на практике вообще такая ситуация, чтобы жилищного сертификата хватило на покупку аж с запасом. Но характерно, что система не забыла прописать изъятие этой разницы. Однако это уже второстепенный вопрос. Главное получить хотя бы такую помощь от путинской системы. Правильнее даже сказать, выбить. И люди выбивают. Сначала пытаются получить положенное в установленном порядке. Потом публикуют видеообращения. Да, первоначально они могут быть в стиле челобитный к батюшке-царю. Но ни в коем случае нельзя осуждать людей за это. На примере жен и матерей мобилизованных мы видели, у протеста есть свои естественные стадии. Сначала люди просят в чиновничьих кабинетах, потом просят публично, а затем начинают требовать. Со временем требования радикализируются. Они не могут не радикализироваться, потому что люди требуют то, без чего жить не могут. В одном случае это муж, отец, сын или брат, в другом крыша над головой. А если власть не может удовлетворить требования в рамках существующей модели, то пусть поменяется модель. Например, закончится война, или пускай сменится власть. Вот я упомянул группу в ВК с непритязательным названием «Суд же бесплатные объявления». Там можно в реальном времени наблюдать, как возникают ростки настоящей гражданственности. Люди организовались и собрали митинг в центре Курска, заставив понервничать чиновников в Москве. Когда их товарищи по несчастью оштрафовали, сразу много людей бросились его искать, чтобы дать денег на штраф. Хотя им самим не хватает, они все беженцы. И история со штрафом, надо сказать, людей задела. Граждане задумались, а что же это за законы и порядки такие в стране, что такой штраф? Человеку выписали штраф 20 тысяч. Это человек, который пострадал, да? Который беженец, который остался, скорее всего, без дома. Давайте будем правы. Его сейчас нахлобучивают. Ну да, у нас по закону, да, про справедливость мы молчим. На 20 тысяч. Вот реально, у нас уже история была с Павлом, когда его тоже за митинг оштрафовали, а он фотографировался по своей сути с людьми. А почему-то это решили, что это митинг. У нас такие вот законы интересные. Чтобы гражданственность выросла и окрепла, важно не топтать такие ростки. Худшее, что мы можем сделать, это помочь путинской системе вернуться в зону комфорта. Помочь ей подавить этих людей. Мол, такие они сякие, неправильно говорят, не за то митингуют, неверно голосовали и вообще сами виноваты. А мы вот красивые в белом пальто в Лондоне и Берлине, их осуждаем. Но протесту можно и нужно помочь. Например, распространив информацию о нем, чтобы как можно больше россиян знали о том, что происходит в Курске, поддерживали людей, требующих справедливости. Хотя бы на словах, но поддерживали, а может быть и делом. Потому что одно дело, когда на Красную площадь Курска вышли 120 человек, а другое дело, когда выходят 120 человек, но чувствуют, что за ними целая страна. Понятно, что у меня тут не настолько большая аудитория, чтобы прям целая страна. Но несколько сотен тысяч россиян сегодняшний ролик все же посмотрят. Может быть, вы сможете переслать его знакомым. Особенно знакомым в Курской области. Чтобы люди почувствовали, что они не одни. До завтра.